Всем привет и добро пожаловать на мою любимую кухню, где мы с вами быстро, вкусно, а главное полезно готовим вместе. Дорогие мои друзья, сегодня я предлагаю продолжить тему полезных ферментированных продуктов. А то есть, что это значит? Мы с вами будем делать квашеную капусту, но эта капуста будет не совсем обычной. Почему? Потому что я взяла не белокочанную, а краснокочанную капусту, или еще, как ее в народе называют, фиолетовую капусту. Также я взяла фенхель, лук, имбирь. В общем, рецепт будет очень интересным и, главное, полезным. Ну что, идемте готовить. Для приготовления нашей квашеной фиолетовой капусты нам понадобится комбайн, у меня такой кухонный, или же какая-либо шинковка. У меня просто нет шинковки, я использую комбайн. Такая большая относительно чаша для того, чтобы мы выложили туда наши овощи. Маленькое полотенце, лопаточка, которой мы тоже поможем вытаскивать нашу капусту. Ну и, конечно же, литр воды, которую мы должны растворить, 1 столовую ложку соли. Вот у меня такая фиолетовая капуста, здесь ее чуть больше четвертины. Вы можете посмотреть, какой объем, да? 1 луковица средняя, буквально 5 сантиметров имбиря и 1 фенхель. Ну что, приступаем к закваске. Я уже подготовила, как я сказала, наш комбайн. Вставила такую терочку, шинковку, закрыла наш процессор. И, как всегда, я люблю экономить свое время. Я им очень дорожу. И поэтому я буду шинковать все овощи сразу. Потом мы их просто-напросто переложим в нашу миску. Ну что, начинаем с капусты. Будем шуметь. Вслед за капустой отправляем наш лук. Все, наши овощи уже нашинкованы, и мы теперь с вами их просто-напросто переложим в форму. Вот так это все выглядит. Видите, все прекрасно нашинковано. Ну, такая у нас получилась. Это фенхель. Такая же капусточка у нас мелкая. Теперь мы все это с вами будем перекладывать в нашу миску и заливать рассолом. Я сняла чашу с нашими нашинкованными овощами с комбайна. И теперь мы просто-напросто перекладываем все в нашу мисочку. С помощью лопаточки. Видите, как аккуратненько. Смотрите, как у нас все красиво получилось. Так, что-то у нас убежало. Мы поднимем. Все. Пахнет у нас очень и очень приятно. Вот столько у нас с вами получилось нашинкованных овощей. И теперь мы должны с вами все это залить рассолом, который я уже подготовила. Как я уже сказала, я взяла здесь где-то 1,5 литра воды. И мы теперь будем смотреть, сколько у нас уйдет на закваску. В воде я уже растворила соль предварительно. Лучше всего растворять соль в горячей воде. Тогда не будет никаких, знаете, остатков, комочков и так далее. И теперь чистыми ручками мы должны все с вами это перемешать. Смотрите, как у нас все красиво получилось. Теперь мы это закроем тарелочкой и поставим под груз. Я вместо груза сегодня беру просто-напросто обыкновенный наш кувшин, который мы использовали с водой. Все погрузилось. Смотрите, как красиво, прям в тон моих ногтей сегодня у нас блюдо.
И теперь наша фиолетовая капуста с овощами, с фенхелем и с луком, с имбирем должны постоять буквально пару дней. Вы увидите, когда процесс ферментации начнется, и пробуйте буквально через день уже, что у вас будет. Некоторые любят, чтобы это было покислее, другие не так, чтобы было очень кисло. То есть смотрите на свой вкус и на свои ощущения. 2-3 дня или 5, это все зависит от вашего пристрастия вкусового. Ну что, до встречи через несколько дней. Прошло 5 дней, и наша капуста прекрасно заквасилась, ну а я успела немножко приболеть. Поэтому в самое время сейчас мне как раз вот и кушать такую квашеную капусту, которая повысит иммунитет. Капуста получилась красивой, хрустящей, очень вкусной. Как я уже вас предупреждала, смотрите на свои вкусовые ощущения. Может она постоять 3 дня, у меня она квасилась ровно 5 дней, и мне нравится именно вот этот вкус. Ну а теперь все как обычно. Берем пинцет или как они называются, щипцы, и прикладываем все это аккуратненько в банку. Капусту хорошо так утрамбовываем и заливаем рассолом. Вот так вот. А этот остаток я сейчас с удовольствием съем на обед. Теперь эту банку закрываем крышкой, чпок, и отправляем на хранение в наш холодильник. Прошло 5 дней, и смотрите, что у нас с вами получилось. Капуста великолепно пахнет, очень и очень хрустящая она получилась и вкусная. Тот, кто любит, смотрите, опять же, по вашим вкусовым каким-то ощущениям, менее кислую капусту, то держите ее дня 3, не больше. Я же люблю, чтобы она вот такая немножечко кисленькая была, и она у меня простояла ровно 5 дней. И потом я ее вот в этой вот банке поставила в холодильник, закрыла крышкой, и получилось все очень и очень вкусненько. Вот так она у нас выглядит на тарелочке, видите, она вся приобрела такой бордовый цвет, окрас. Как я уже повторюсь, хрустящая получилась и необыкновенный у нее привкус за счет вот этого фенхеля. Капуста как бы взяла часть вкусовых прекрасностей от этого овоща фенхель. Вот я тоже так украсила такими перышками от фенхеля, и лучок, и все, но получается очень и очень вкусно, полезно и необычно для наших как бы вкусовых пристрастий. Это оригинальный очень рецепт. Так что, пожалуйста, пробуйте и этот рецептик, делайте его, кушайте всю зиму. Это витамин С, это просто кладезь для тех, кто болен астмой, для тех, у кого какие-то проблемы с легкими. Все эти ферментированные продукты принесут вам необычайную пользу. Те же люди, которые были, к примеру, на каком-то курсе антибиотиков, вам необходимы сейчас квашеные овощи. Почему? Потому что это самый главный натуральный пробиотик. Дешево и сердито. Кушайте и здоровейте. И, конечно же, за счет ферментированных продуктов мы всегда приводим в хорошее состояние здоровье нашего кишечника. Смотрите мое видео про кишечник и о том, как его восстановить. Друзья, спасибо, что были со мной и в этот раз. Оставляйте свои комментарии, пожелания. И в следующий раз мы непременно сделаем что-нибудь оригинальное и заквасим какие-то другие овощи вместе. Дорогие мои друзья, будьте все живы, здоровы, счастливы, любимы, стройны и всегда пребывайте в хорошем настроении. Готовьте с удовольствием на своих кухнях. Ну а на сегодня с вами была любящая вас Виктория, и до новых встреч. Пока!